пройти здесь примерно 1,5 км. Все, конечно, все сразу прикольнее. Как только мы идем не по тропе. Я только что слышала, что кто-то шмыгнул. Уверен, что нам нужно идти вот прям по кустам? Это жопу сейчас. Вот как будто не заканчивается теперь. Меня кто-то прикинул. Так больно. Горбы Мила, аккуратно! Стояние. Я пойду. Начинается наше путешествие в Патагонию. Все портфели собраны. Поехали! Прямо из центра Буэнос-Айреса ходит 8-й автобус до аэропорта. Но нужно уточнять, идет ли конкретно этот автобус туда. В нашем случае нам не очень повезло. Однако через 10 минут автобус просто проехал мимо, и ребята с остановки предложили зашерить такси, и мы согласились, так как боялись опоздать на самолет. Вот. Ребята, кстати, из Германии приехали тоже путешествовать по Патагонии. Вы знаете, это абсолютно стандартная история в Буэнос-Айресе, когда идет дождь, все работает иначе, все работает хуже, такси едет дольше, автобусы не ходят. В общем, дождь для них какой-то апокалипсис. Но мы все равно счастливы. И за 30 минут доехали до Эссейсы, международного аэропорта Аргентины. Здесь приятно. Вон наши ребята. Кофе. На Алтайск. Мне кажется, мы сейчас приедем в Барелочи и тоже будем. О, похоже на город на Алтайск. Не, приятный очень аэропорт, на самом деле. Спокойно так. Куча кофе, все по-аргентински. Сидим, болтаем, счастливы, ждем, пока начнется посадка на наш рейс. Еще не знаем того, что ждет нас впереди. У нас отменили рейс. Вот. Потом я его перепрограммировала. Получается, все, поехали мы в аэропорт. И у нас его перенесли еще на час или на 2. Короче, вот. Вот это вся организованная посадка для тех курильщиков, кто хочет покурить. Сейчас со всей аргентинской бюрократии, подойдя к этому вопросу, мы создадим такой ажиотаж, что люди подумают, что мы без них уехали, блин. И мы пошли поесть в Мак. Точнее, мы сначала думали идти, не идти. Хотели посмотреть цены, потому что привыкли, что в аэропортах обычно цены просто капец. Дошли до Мака. Цены точно такие же, как в городе. Мы соблазнились, заказали одно комбо. И прикол в том, что я такая села, все. Думаю, сейчас будем 500 лет ждать, потому что мы еще отошли далеко. Только сели просто, поставила нашу вот эту табличку с номером и сразу же принесли. И я такая, вау, вот это топовый Мак. Короче, в аэропорте Буэнос-Айреса топовый Мак. Очень быстрый, классный. Ну и вкусная котлета. Мы самую дешевую взяли. Мы самую дешевую взяли, да. Нормально, мне норм зашло. Это та лавочка, на которую мы приехали и сели, когда первый раз приземлились в Буэнос-Айресе. У нас был такой романтический взгляд на мир, и на Буэнос-Айрес, на Аргентину, когда мы приехали. Сейчас уже, конечно, нет. Я еще нахожу что-то интересное, прикольное в Аргентине. Егор уже очень проблематично с этой задачей справляется. Мы прибежали прямо на закрытие посадки, чуть не опоздали, потому что вообще не торопились и хотели как можно больше времени просто почилить перед полетом. Вот. Теперь идем на борт. Егор сказал, что я как будто первый раз на самолет забралась. Доброе утро из Барелочи. Такой прекрасный день, солнечный. Сейчас поедем на завтрак, но сначала рум-тур. На самом деле очень маленькая комнатка, но в целом в хорошем состоянии. Давайте посмотрим. Заходим, смотрим на себя, бросаемся. Ладно, ключ. Тут типа мини-зона хранения. Плазма, типа батарея. Где-то сушат труселя уже. Ну, как бы и все, собственно. Вид у нас не то, что прям шикарный, но, скажем так, вон там где-то озеро. Но мы ничего не видим. Да. Ну, конечно, it's okay. Как думаете, сколько это стоит за ночь? Ну, наверное, удивитесь, потому что это стоит. Ну,
Там была горячая кипяточная просто вода, все закрывается герметично, все классно, биде. Ну, аргентинцы всегда из биде, они без биде не аргентинцы. Вот, так, короче, мини номерок, батарея, да, работает, поэтому здесь супер мега жарко. Как думаете, сколько стоит? Со всеми налогами 60 тысяч песо. То есть это в рублях, наверное, 1005 рублей за ночь. Мне кажется, это дороговато. Да, мне кажется, что это дороговато. Но это прям в самом центре города, и мы, получается, не бронировали заранее. У нас был другой план, у нас был план поехать в кемпинг, но из-за того, что у нас отменили рейсы, перенесли 500 раз, нам пришлось что-то импровизировать ночью. Вот, и мы нашли такой номерок. Мы пришли на завтрак, а здесь оказался шведский стол. А я думала, будет только пирожок. Мы завтракаем. Я не ожидала, что будет нормальный такой шведский стол, нормальный завтрак. Вот, сейчас буду пробовать, мне кажется, вкусно его? Вкусно. Я вообще супер рада. Лайфхак, если вдруг вы путешествуете по Аргентине и у вас есть ДНИ, то есть местный документ, никогда о нем не говорите, потому что вас снимут дополнительные налоги. Вот, мы лоханулись, мы такие, о, у нас есть ДНИ, типа, давайте, да-да-да, по ДНИ. В итоге нас взяли дополнительные 11 тысяч, то есть так бы номер стоил 50 тысяч, а нас взяли 60 тысяч. Вот, и мы так расстроились, чуть не поругались вчера. Поэтому, если летите в Аргентину, регистрируйтесь везде по своему российскому паспорту, даже если у вас есть ДНИ, его не показывайте, и вам будет дешевле. Но это не касается всяких национальных парков, экскурсий и так далее, там обычно резидентам дешевле. Но вот именно жилье, знаете, такой факт. Сытые и довольные мы поехали в город закупать продукты и в горы. Хороший отель я могу порекомендовать, потому что сразу с аэропорта никуда идти не надо, просто с аэропорта сразу на автобус. Ё-моё, вот это красота! Вау! Пока что очень красиво! Да, короче, к отелю. Сразу с аэропорта на автобус 2 шага и отель в центре города. Что может быть лучше? Цены ничего дешевле $40 за ночь нету, если это отдельная комната, если это не кровать где-нибудь. Вот. Диво дивное. Ну, посмотрите, какие пейзажи. И вперемешку с проводами. Ну, знаете, ну и ладно на эти провода. Красиво, на самом деле, очень. Вау, вау, просто вау. Я еще так реагирую, потому что я последний раз природу видела просто 100 лет назад. Это мы с Егором оделись по погоде, называется. Мы взяли с собой кучу шорт. Молодцы. В итоге самое теплое, что у нас есть, вот эта кофта Егора и кожанка. А на улице, ну прям морозяк такой. Я не знаю, сколько градусов, наверное, 15. Ну, вай. Я представляю, как это раньше выглядело без всех этих высоток. Представьте, вот эта церковь, горы. Только нацисты и уединение. Ладно, шутка. Тут же типа есть легенда, что сюда беглые нацисты из Германии переехали. Попробуем их найти. Пойдемте закупимся в супермаркете, посмотрим цены и подготовимся к нашему кемпингу. Хотим взять контейнер, но цены, конечно, не радуют. Но это, я скажу вам, нормальные цены для Буэнос-Айреса. В Буэнос-Айресе точно такие же цены, даже дороже. Поэтому я пока что рада. Возьму один. В принципе, все, да. То есть магазин. Можно купить все. Если вы вдруг что-то забыли, то окей. Стаканы, там всякие походные штучки, если вам надо. Есть все. Термос, типа. Нам бы термокружку какую-нибудь найти. Даже есть спальники. Ну, короче, ребята, отмена. Такие же цены, как в Буэнос-Айресе. Нифига они не дороже. За килограмм курицы 200 рублей, чуть меньше. Вон висят барашки. Сори, вегетарианцы. Я прошу показать, что такого в Буэнос-Айресе вы вообще не встретите. То есть там, чтобы мы заказали, когда мы хотели заказать баранину, мы заказывали, делали предзаказ, и тогда его привозили в магазин, а тут спокойно висит. Как выглядит наша корзина. Какой декор. Она чуть-чуть цен дороже, чем в Буэнос-Айресе, ладно. На некоторые продукты прям... У нас вышло 4500 рублей.
при условии того, что мы купили еще и спальник, так как поняли, что все-таки, наверное, мы замерзнем ночью без него. И также здесь на кассе мы поменяли деньги и получили наличные. Потом они нам очень пригодились, поэтому всем советую брать с собой наличку. Да, нагрузились, идем. Капец, мне жалко Гора. Он тащит такой огромный рюкзак на себе. У меня маленький рюкзачок. Но все равно, знаете, когда долго идешь, неприятно. Мы поехали в Лос-Коихуэс. Мы не планировали туда ехать, но так как автобус здесь ходит раз в 2 часа, мы сели на 50 автобус, который приехал первым, и поехали. Стоит это 250 рублей. Ну, Алтаем, конечно, здесь другая природа. Всю дорогу мы ехали примерно с такими лицами, удивляясь, любуясь живописным видом. Ну, сказка, конечно. Егора увлек некоторый трактор на паровом двигателе. Мы приехали в Лос-Коихуэс, или Коихуэс, я не знаю, как это читать. Вот сюда, короче, прикрепляется плуг. Прикреплялся когда-то. Пойдем. Мы приехали на озеро. Я боюсь произносить даже Гуимес. О май гад, ребята, посмотрите, как... Нет, я не про эту мусорку. И даже не про мусоровозку. Я про озеро. Вау. Как водичка? Ледяная? Или теплее Катуни? Нет, не теплее. Теплее. Мне так вот прям резвится, плескается, вон, купаются люди. Мне очень напоминает Алтай. Очень. А озеро больше на Аю похоже. А озеро, оно такое широкое, а Телецкое все-таки поуже. На Аю похоже. И вот Телецкая красивее. Телецкая красивая, я не знаю, то красиво, это красиво, но вот. Ну, конечно, вау. Я сижу такая, и бац, ко мне подходят вот такие клювастые птицы, и что-то кричат, я испугалась. Вон они кричат. Они вот так на меня шли и кричат. Крипово, я вам скажу. Бля, она подходит ко мне. Ну, клёво у них. Мамочка моя, Мия. Да, мама. Егор, тебе не страшно? Мне страшно. Они идут, они как Фредди Крюгеры. Они нас окружили. Я в шоке. Господи, какие вы красивые, но вы очень опасные. Вы выглядите очень опасно, дамочки. Давайте попробуем водичку. Ну, холодная. Нет, она ледяная. Нет. Все, мы пошли. Куда пошли, один бог ведает. Просто наслаждаемся процессом. Я надеюсь, что в конце нашего путешествия получится классный тур по Барелоче. Поэтому я за Пини сделаю тайм-код. Да, если вы такие же отбитые, как мы, то и поехали в Барелоче без машины, с рюкзаками, то вам будет очень полезно, я уверена. Сейчас мы исследуем местность. Кемпинги начинаются. Цена на кемпинге от 10 тысяч песо, то есть чуть меньше $10 за одного человека. Но там есть горячая вода, Wi-Fi, тарища. Вот. Но мы пока не хотим кемпинг, хотим сами. Если совсем устанем, пойдем в кемпинг. Здесь много так-то людей тоже вон идут, но они как будто просто вышли из своих домиков с маленькими портфельчиками идут. Мы заходим в парк националь Науэль-Уапи со стороны Ариа Лага Гутьеррес. А я думала, что, кстати, этот национальный парк начинается в другом месте вообще. Видимо, он такой огромный, что он распространяется на все Барелоче.
Да, здесь нельзя с маскотом, здесь нельзя с животными своими приходить. Странно, да? В Буэнос-Айресе, главное, везде можно, а в национальном парке нельзя. А, наверное, распугают живность, да? Ну, они могут разрыхлить что-нибудь, да? Люди купаются, я в шоке. Очень ледяная вода. Как бы мы сибиряки, и нам холодно. И, кстати, Сибиряк не тот, кто не мерзнет, тот, кто тепло одевается. ну вот стоит заметить, что, то есть, как бы я реально думала, то есть местность похожа на Алтай, но я думала, будет жарче. Ну, на Алтае летом реально жарко. То есть здесь вообще не жарко. Хотя сейчас разгар лета. Нет, Алтай температура поверхности земли нагревается, воздух сухой, а ночью падает. Ну, то есть, если бы мы вот сейчас в это время, в середине лета, шли где-нибудь в гору на Здесь сухой Алтае, воздух, кстати. мы бы вообще бы, ну, бы запарились в таких костюмах. Мы бы шли в шортах и в майках. А здесь мы идем, смотрите как. Да не запарились, что ты не расскажешь. Смотря где в Алтае. Ну да, Алтай тоже большой, разный. Я думала, мы прям по-дикому идем, а мы пришли в место, где куча машин и много людей. Здесь многие, видите, приезжают прямо на машинах, да. И вот сейчас мы... Вот это класс! Я вот тоже хочу на каяках попробовать. Люди загорают. Вау! Вот это кайф! Вот это класс! Купаются! Посмотрите! Озеро Гутьеррес имеет ледниковое происхождение, и вода в нем кристально чистая. Потом, когда у нас закончилась вода, мы пили прямо оттуда, и вода была очень вкусная. Вообще здесь нельзя ставить палатки, но вот ребята поставили, видимо, чтобы просто от солнца укрываться. Барелочи — это отличное место для того, чтобы отдохнуть душой. Можно на каждом углу просто останавливаться, садиться, созерцать и наслаждаться природой. Я решила взять контроль в свои феминистические руки и взять на себя портфель большой. Теперь я вот так выгляжу. Егор сказал, пройдешь 200 метров, уже хорошо. В какую-то точку. Хотим туда пойти, но пока непонятно, куда она ведет. Че, куда она ведет? Мы здесь. Угу. Но все равно получается... А, это к водопадам. Пойдем к водопадам? А потом обратно возвращаться, получается. А, или это каскада. Вот, смотри, каскада, вот. Не поймешь. Карта, конечно, то ли здесь водопады, то ли... А подписано здесь. А показано здесь. Да, Дуэндес. И это Лаго Гутьеррес. Ну вот так вот пройдем. Так это тоже Лаго. Короче, посмотрим вот это. И вернемся. Потом вот на эту дорогу выйдем и так вот пойдем. А как мы вот так? Тут нет дороги, нам придется вот так возвращаться. Не знаю. Ну ладно, пойдем. Закон не писан. Это была жесточайшая ошибка, и мы пожалели об этом, и скоро вы об этом узнаете. Меня успокаивает тот факт, что здесь нет никаких супер страшных тварей. Если бы мы, например, пошли где-нибудь в Игуасу, это вот ближе к Бразилии, да, водопады, там тропический климат, ну там, по сути, Бразилия, и там вот эти вот джунгли, и я представляю, вот это все змеи, насекомые, а я реально очень боюсь, но мне все равно хочется туда пойти, но надо туда конкретно готовиться, мне кажется, и рассчитывать, что может случиться с тобой. Судя по звуку, он небольшой, потому что обычно, если в 100 метрах водопад, то очень громко. А здесь какой-то, знаете, шумок, ручеек. Каскада Лос Дуэндес. Ну да, миленько. Здесь очень-очень высокие деревья. Вот прям очень и конца и края не видно. Пошел искать палку для ходьбы. И судя по хрусту, здесь все очень сухое. Мы как раз тогда только собирались сюда ехать, я посмотрела, здесь, лесные пожары. Так испугалась, потому что это страшное дело.
Но это в другой стране. Ой, Гендальф мой. Люблю, Егор, тебя. Такой классный. Мы такие прикольные вообще со стороны, наверное. Очень прикольно выглядим. Я не знаю, куда мы пошли. Как это называется? Это очень красиво. Какой вид. Идет со своим рюкзаком. Похоже, растительность и вообще на средиземноморскую такую тему. Если знаете, Ликийская тропа в Турции, Чаралы, вот там. Очень похоже. Очень похоже. Выйдем. А идти здесь примерно полтора км. Ну, нам бы вот так вот. Вот так, наверное, пойдем. Так, ну пошли. Давай, я за тобой. Все, конечно, все сразу прикольнее. Как только мы идем не по тропе, а просто... О, да, здесь реально прикольно. Теперь мы идем не по тропе. Мы пошли своим путем. Здесь не может быть такого. Уже какие-то следы появились. Я только что слышала, что кто-то шмыгнул в этот самый в кусты. Короче, мне страшно. Ну, с Егором, конечно, не страшно, у него есть нож. Но все равно. Ты уверен, что нам нужно идти вот прям по кустам? Получается, мы вот так вот оттуда пришли, там последние были люди. Мы вот это все прошли по дикому, поднялись сюда. И наш Егор говорит, последний рубеж — это пройти вон тот лес, да? Ну, если честно, я вот тут залипла. Я просто сижу здесь так тихо. Ну, если Егор не поет, то тихо. Так спокойно, такой ветерок. Ну, просто рай. All is bright. All is gone. Очень похож на Чуйский тракт, где белый бом. Кто знает, вот, тот поймет. Дорога прям вдоль, получается, реки, но здесь вдоль озера. Ну все, пошли. Мы просто через какую-то жопу сейчас пролезали. Вот через вот такие кусты. Вот через вот такие. Ну, видимо, не хватает просто мужчин. А это какие-то склоны. Аккуратно, Коль. Просто таких видео. Это как будто не заканчивается совсем. Это пиздец. Меня кто-то укусил в голову. Кто это был? Оса. Там проходили через дебри. Там больно. А ты веришь, что оса была? Так жаль, так больно. Егор высосал яд. Надеюсь, это ничего страшного. Не облизывай губы, кстати. Здесь уже более-менее дорога. Знаешь, такая. Я пытаюсь держаться за ветки и палкой еще втыкаюсь. Мила, аккуратно! Состояние, что назад я не пойду. Такие шиши. Мы прошли вот это. Все. И обратно идти тоже не пойду. Я укусила оса. Я почитала, есть патагонские осы, которые очень опасные, но не смертельные. Короче, мы угорали. Может быть, это пума, может быть, это пума. В итоге я загуглила, именно в этом парке водятся пумы, в этом национальном заповеднике. Вообще, если мы встретим пуму, да, все. Мне кажется, это все. Мы это сделали! Мы вышли на тропу! Я в говно просто вообще. И у меня все поцарапано. Ну, это просто капец.
это вообще, это просто жизнь, сказка. Ну, блин, Маригор, мы это сделали, я не верила вообще, что это вообще возможно. А мы... Я думаю, еще дальше. Я думала, нам еще придется вон под тем идти, а в итоге мы вышли на тропу, и сейчас мы пойдем... Сэкономили, блядь. Сэкономили? Нихуя не сэкономили на 2 часа, блядь, больше. На 3 часа, блядь. Не на 3. Я думаю, короче, наша идея была, почему мы не пошли как все, потому что мы хотели побыстрее, не хотели возвращаться. Никто не думал, что тут гора. Да, мы не знали, что в горы. В итоге мы пошли по всяким дебрям, степям сами. И в итоге, да, теперь мы на тропе. Мы могли просто спуститься и пойти к Телюде, но мы лезли по холмам, по горам. Я считаю, это крутой опыт, реально. Повторять его я, конечно же, не буду, но мне понравилось. Ну, знаете, мне понравилось, когда я пришла сюда и поняла, что я в безопасности, и меня не сожрут пумы, и не укусят дикие осы. Вот тогда, да, кайф. Егор сказал, что в такие моменты решается экзистенциональный кризис. Да. Если вдруг у вас такое, приезжайте. Устрою вам тур по Патагонии. Только что попили из ручья. Ну, немного, типа, проверить. Надеюсь. Проверить. Надеюсь, мы выживем. Просто проверить и пройти мимо. Ну, нормально. Прикольно, что ты по этой тропе вот идешь, люди тебе встречаются, они здороваются с тобой. Как дела, спрашивают. Это мило. Оля. Уже 6 часов почти. Солнце еще яркое. И еще непонятно, сколько нам идти, если честно. Но после вот этого трипа, я буду откровенна, мне не хочется больше идти в горы. На какие-нибудь там. Вот мы думали пойти на Серу Катедраль. Там типа две там белки прям на горе. Наверное, нет. Ну, посмотрим. Здесь вообще очень прикольная такая. То есть только что был лес, а теперь как будто саванна. И так тихо. И вообще так необычно. Вот именно в такой природе я никогда не была еще. Очень прикольно, необычное чувство. Чисто песок. Короче, мы реально до Алтая дошли, потому что мы нашли... Одуванчики, шиповники. Да, мы дошли до такого уровня, что мы нашли одуванчики, тысячелистники и шиповники. Уезжаешь за 500 там, миллион тысяч километров и приезжаешь к одуванчикам своим. Видите? Мы на развилке, и мы идем на пляж Мюнес, а туда идти на рифу Юрей. Но мы решили, это 6 километров, поэтому мы пойдем туда завтра. А сегодня мы пойдем до пляжа Мюнес. Мне интересно, что там такое. Я надеюсь, что мы там сможем где-то поставить палатку и помыться, потому что мы выглядим, бля, просто трешниково. Да, парк юрского периода просто. Просто красотища. В общем, мы дошли до пляжа Мюнес. У меня больше нет сил никуда идти. Я думаю, мы сейчас здесь где-то разобьем палатку. И я хочу просто полежать и отдохнуть. И я думала, здесь как бы развито, знаешь. Я думала, здесь как бы кемпинг, может, здесь ничего нету. И даже людей нет. Вот. Поэтому хорошо, что у нас есть своя палатка. Но плохо, что здесь нет людей, потому что нам нужна вода, все такое. И получается, завтра придется таким же образом идти обратно. И я вообще, если честно, к этому не готова. Вообще там нет места, чтобы поставить палатку, и везде были знаки, что нельзя, но мы нашли какой-то уголок, который был специально под палатку, и там не было знака, что нельзя устраивать кемпинг, поэтому у нас уже не было сил, чтобы искать что-то другое или куда-то подниматься. Мы просто поставили нашу палатку и пошли кушать и смотреть на озеро. Доброе утро. Просто невероятная локация, еще такой утренний туман, хотя сейчас, внимание, 9 утра. То есть мы спали ни души, просто ни души. Вот это вау. Красивая птичка. Я долго думала, что это место чем-то похоже на Алтай, откуда я родом. Потом я вспомнила, что это место тоже похоже на Швейцарию, Альпы. И также это как бы Аргентина, Патагония. И я думала, блин, в чем же разница? Потому что все эти места вот реально
ну, похожи, но они разные. У них разный вайп, у них разная природа, да, так далее. Но в целом их объединяет то, что это озера, что это горы, что это вот эти вот кристально чистая вода, вот могущество воды, я не знаю, и природы, красота, вот это вот просторы, вот это все про вот эти три места. Определенно точно, у них очень много общего. Альпы более острые и более высокие. Алтайские горы, они более пологие, более лысые, то есть они такие каменистые, можно сказать. Эти горы более зеленые, они как бы не очень высокие тоже, но похоже, блин, очень похоже. Ну, по природу можно самим посмотреть в интернете, посравнивать и так далее. А вот про отношения, вот это очень интересно, потому что мы находимся, получается, в национальном парке Науэль-Уапи, и здесь ни души, все абсолютно не тронуто, здесь нету ни мусора, здесь нет ни лавочек, здесь вообще ничего нет. Здесь единственное, что есть там, когда мы шли, там были указатели, типа, например, до туда идти столько-то километров. Или, например, здесь нельзя разводить огонь. Вот такие вот указатели, да? Вообще больше ничего. Никаких киосков, никаких ларьков, ничего вообще нет. То есть природа, как она есть. По сути, я бы сказала, не сильный контроль за этим исполнением. Я хотела выделить вот такую черту, что аргентинцы как будто бы очень сильно ценят свое национальное вот это добро, свою национальную природу, потому что реально Алтай, если там не огорожено, если там ничего не написано, к сожалению, там, ну, реально люди оставляют мусор, разводят огонь, который может там привести к чему-то, не убирают за собой и так далее. Это часто происходит на Алтае, вот, к сожалению. Но сейчас уже меньше, чем раньше, но в целом, да. Алтай, как бы, знаете, не очень контролирует, и это приводит к плохому. В Швейцарии контролируют все. То есть там ты ничего не можешь сделать. То есть ты там ни палатку не поставишь, ты там ни костер не разожжешь, ты там ничего не сделаешь. Там вообще даже ходить и то по пропускам. Ну, слушайте, я не знаю. Про национальные парки Швейцарии я не знаю, если они вообще. Но я точно знаю, что там очень большие проблемы со строгостью, то есть этого всего. Ордунг. И Аргентина. Бесплатный вход. Делай, что хочешь, по сути, но будь человеком. Убирайся за собой. Блин, веди себя прилично, культурно. И, блин, и это работает. Ну, то есть здесь реально очень чисто. Я не уверена, что здесь убирают. Я думаю, что здесь люди просто смотрят на это все, и они не мусорят. И вот получается, мы просто проснулись сегодня. Мы проснулись в таком месте. Ни души. Чисто. Вот одни птицы ходят по берегу. Никого больше нет. Это удивительно. Это просто здесь, это бесплатно. И это такая природа, за которую я и не только я бы хотели и могли бы заплатить огромные деньги, чтобы просто побыть здесь. А это бесплатно. Вот. И мне показалось это интересным, что вот Россия, Швейцария, Аргентина, как бы места, может быть, похожи, отношения к этим местам совершенно разные. С точки зрения государства, с точки зрения общества. Вот. И я не хочу сказать, что типа, в России свиньи. Нет. Нет, вообще нет. В России, я россиянка, Алена, в России есть очень ответственные и осознанные люди, которые понимают это все. Ну, как бы, я уверена, что если вы путешествовали по России, вы часто могли видеть всякие вот такие вот казусы, да. Вообще, так как у нас нет зарядки, и у меня последние 5%, я не снимала, куда мы пошли от озера, но мы пошли на вершину Фрей, и мы думали, типа, чё, кого там, 7 километров, ха-ха, сейчас быстренько дойдем. В итоге мы идем целый день, эти 7 километров в гору с нашими огромными сумарями, это просто какой-то unreal, это реально очень тяжело. То есть есть люди, которые идут тоже с большими сумарями, со всякими карематами там, и с палатками, но их меньше, чем те, которые просто идут с рюкзачками. То есть можно и так взять, потому что там на вершине вроде как есть домики, где можно остановиться. Вот, нам осталось идти 2 километра, и сейчас мы на таком стоп-поинте, и говорят, что там дальше дорога очень крутая. У меня уже нет эмоций, потому что я устала, но, блин, дорога реально очень красивая. Ну, очень красивая дорога, такие яркие цветы, деревья огромные просто, ящерки везде ползают. Ну, блин, такой воздух.
Очень красиво. Сейчас мы на каком-то стоп-поинте. Очень необычное место. Давайте покажу. Какой-то домик. Ну, это типа какая-то заброшенная хижина. Огромный кусок скалы, и в нем типа хижина. Я такая думала, ура, наверное, что-то продается. Но по факту это просто заброшенный дом. Очень крипово, я вам скажу. Очень крипово. Вот так. Я сейчас, конечно, зайду туда. Но это трэш, ребята. Ну, какая-то сатанинская хрень. Ну вот, печь, блин. Какие-то колеса для пыток. Ну, крипово, я вам скажу. И прям скала, то есть, это крыша. То есть, получается, они дом построили под скалой. Вот там даже какой-то мемориал к погибшим. И все такое сделано. И называется это все какой-то Петрисек. Вот, ну, нам идти туда. Вон тоже человек идет нагруженный. Мы поднялись на прейд. Все, сейчас сядет скоро зарядка. Мы здесь ставим палатку. Смотрите, палатки здесь очень ветрено, и палатки ставятся в таких вот местах. Ладно, все. На завтра. Надеюсь, зарядимся. Смотрите, какой у нас вид из палатки. Ой, красота. Наш замок в крепость наша камень. И там вид опять на озеро. Все прекрасно, если бы не эта ночь. Эта ночь была адская какой-то вообще. А как думаешь, нам было бы теплее, если у нас было 2 спальника? Нет. Нет? Ну, если только полностью туда закутаться, залезть. Наверное, надо зимний спальник брать просто и все. Нет. Нет? Холодно было именно вот Нет, от если его земли. закутаться, а так застегнуться. Да понимаете, еще как было? То есть у нас одни карематы, то есть внизу, и было больно, типа, потому что есть каменистая поверхность, и то есть было больно на бок лечь, блядь, да. Вот. Так больно, и так холодно, короче. Сейчас мы думаем, куда пойдем. Скорее всего, пойдем по новому маршруту через горы. Нет, пойдем по тропе, но по новому маршруту. То есть мы были через Лос-Коюис, и сейчас мы пойдем через Вещую кафедраль. Карту прикрепить, чтобы было понятно, как это выглядит. Но в целом говорят, что Вещая кафедраль там полегче. Если вы хотите пойти сюда все-таки, но облегчить максимально свой путь, то надо идти через Вещую кафедраль. То есть приезжаете, например, с Барелочи, да, до Вещей кафедраль, и от Вещей кафедраль идете. Все гайды говорят, о, здесь идти типа 3 часа. 3 часа, конечно, нет. Нет. Стоп, нет, 10 километров. Каких 3 часа? Если вы даже с рюкзаком идете в гору, ну это не 3 часа. Но я думаю, 5 часов может быть. Если вы не с баулами идете, да? Да. А вот если с Лос-Коюиса, то там подольше еще будет идти. Ну, сейчас проверим, насколько дорога легче. Нам сказали, прям намного легче, но я уже не верю. Не верю словам. Но мы вымотались и устали, и как будто вот на этой высоте, как будто ты не отдыхаешь, ну, так полноценно. Ну и потому что мы еще, конечно, не выспались. Вот это Рифугио Фрей. Там мы завтракали, ужинали и так далее. Там можно просто посидеть, сложить все свои вещи вот сюда. Там есть 35 мест спальных, то есть если вы без палатки, вы можете забронировать заранее и спать там. Но я так полагаю, что там, представьте, в этой маленькой избушке 35 человек. Вот. Здесь просто, чтобы... Смотрите, какие виды из окна. Да, здесь, короче, просто умываетесь, заряжаетесь. Мы заряжаем сейчас. Интернета здесь нету. Но зато здесь тепло и можно покушать. Поверьте, это много стоит. Там, собственно, кухня и столовая. Поверьте, вам тут очень понравится, потому что тут люди со всего мира, и все рады пообщаться, рассказать о своих историях. И еще смотрите, какой вид. Просто невероятно. И, кстати, очень вкусно здесь. Здесь тоже свободная зона, вы можете здесь кушать. Здесь много у кого есть горелки. Вот, например, да. С газовые. Газовые горелки можно разводить. А костер нет. Там туалет и вода бесплатно. И там можно набрать кипяток бесплатно тоже. Поэтому есть смысл взять с собой чайник. Ну, этот термос, я имею в виду. Самое интересное, что палатки можно ставить вон там. То есть надо тоже заранее бронировать. 30 мест для палаток. И я ужаснулась сначала, потому что мы пришли, и я думала, что
Все, сейчас раздаем палаточку, и все будет хорошо. А потом еще забираться в гору. Наша палатка, знаете, где стоит? Вон там. Вон, видите, вообще там палатки. Причина, почему ограниченное место для палаток, потому что здесь лютый ветер. Особенно сейчас я поднимусь немножко на 15. На сейчас утро не сильно ветрено, но ночью и вечером это отвратительно. Это просто очень холодно. Поэтому они вот такие вот места специально обложены, чтобы туда поставить палатку, чтобы не сдувало ее. И все равно будет, конечно, поддувать, но, по крайней мере, нормально. Вот. Вот такие места для палаток. Вон, видите, все они в норках, в таких домиках. Ну, получается, вон там уже снег лежит, белки. Честно, ночью было так холодно, мы каждый час просыпались. И я такая, скорее бы утро, очень холодно. У нас всего один спальник на двоих, и это было просто ужас. Реально, я так замерзла, Егор тоже так замерз. У нас сегодня вообще нет сил, потому что мы, видимо, потратили все на обогрев собственный. Вот. Ну, вот так, короче говоря. Если идете сюда, наверное, спальник обязательно надо себе взять. И если вы не хотите тащить для собой груз, то вот. Брифую его заранее. Заранее надо вам резервировать место. Ну, красота, конечно, неописуемая. Просто вау. Вот, смотрите, люди прям по ответственным скалам фигачат. Но это они уже сами по себе идут туда. То есть это не запрещено. Но если у вас есть снаряжение и вы готовы к этому, то можно. Некоторые люди просто чилят на озерке, вон отошли туда. Мне вообще не надо, если честно. Все, мы уходим отсюда. Это было здорово. У нас еще маленькие. Еще маленькие дети, мы не готовы оставить их сиротой. Все, мы пошли. 10 километров пути. Пока что мы очень... О, залез, бля. Залез? Смотри, как быстро. Ну, мы пошли ровно в 11 часов. Посмотрим, сколько нам займет пройти 10 километров под гору. И вот на эту гору реально очень много ребят полезло. Я офигела. Я все думала, типа, что люди идут с шлемами? Здесь, типа, ну, не так высоко и не так опасно. Зачем шлемы? Теперь я поняла, там люди с карабинами, с веревками, с кошками. Короче, реально вот туда лезут. Там прям отвесная скала. Вау, просто. Кто эти люди? Они меня вдохновляют. У меня нет никакого ни желания. У нас чуть-чуть интереса, но желания точно нет туда лезть. Вот, ну охренеть. Выглядит просто трэшово и страшно, и опасно. Вот, что я могу сказать. Шли до Петросека за 45 минут. А вчера сколько мы шли? Да куда? От Петросека до Фрея. Я не знаю, часа 2, наверное. Да, то есть в гору мы шли 2 часа, а обратно сказали 45 минут. Вот так вот, ребята. Это криповая хижина на месте. Люди какие-то тоже кушают. От Фрея, вот там есть такой промежуток с каменистой, очень сложный. То есть там реально вот последние, чтобы дойти до Рифую, там последние, не знаю, сколько, 100 метров или сколько там, может, больше. Это прям вообще капец. Это прям реальные скалы, тяжело идти. Вот, потом такой лесок с корнями и так далее. Тоже угол достаточно крутой, но в целом можно идти. А вот сейчас с Петросека уже пойдет этап такой более-менее лайтовый, то есть будет более пологая трасса, и я думаю, будет легко. Ну, посмотрим. Вот это просто самая моя любимая часть тропы. Просто посмотрите на это. Смотрите, как дорога идет. Гор пошел. То есть достаточно крутой спуск. Очень маленькая дорожка, поэтому здесь обязательно нужно с палками, либо с палочками специальными, потому что вы можете просто из-за груза завалиться и упасть туда. И это будет максимально неприятно. Здесь как бы еще какие-то хотя бы ветки, то есть вы не улетите там в пропасть. Но в целом там есть такие моменты, где можно прям реально в пропасть упасть. Я очень аккуратно иду, да. Вот. Поэтому, да, ребята, интересная тропа.
Всё, мы дошли до таблички Бас Серу Катедраль. Вот туда можно на Гутьеррес идти, но мы туда не пойдем. Это, как я еще раз говорю, сложная тропа, откуда мы пришли. Идем в Вищу Катедраль. Смысла не было там ходить. Здесь вид совершенно другой, более лучше. Да, здесь лучший вид 100%, чем идти с Лос-Куюэс. Ну, прикол в чем? В чем там прикол? Там интересное озеро, там реально красивое озеро. И чтобы в нем покупаться, полежать, если вам вот это интересно, то, конечно, лучше там пойти на это озеро, на эту пляж Мюньес. Но если вам вообще, да, скажем, вам безразлично это озеро, то, конечно, лучше идти с Вищу Катедраль, потому что здесь живописнее виды, 100%. Ну, либо можете делать, как мы, начать с Лакайхуиса и пойти до Фрея, и вот так круг сделать. Мы дошли до цивилизации. Наконец-то мы дошли до домика, где мы остановимся. Мы устали, мы грязные, как черти, но вид у нас, конечно, потрясающий. Да, но ноги нет. Вай. У нас вид просто... Мы его заслужили. Но мы реально засранцы, потому что у нас все в пыли. Я вытащила последнее то, что было. Чтобы... Ну, я все равно спрошу. Неплохо. У меня вообще сейчас будет язва, потому что я голодная, злая. Ну, Егор тоже, собственно. Мы последний раз ели в 8 утра тосты с маслом и с джемом, да? А сколько время сейчас? 6? 6. И мы еще при этом прошли километров, наверное, 12, да, со всеми вот этими виляниями. Вот так вот завершаются наши походные будни. Я очень рекомендую этот отель, потому что мы могли заплатить 30... Здесь нет бесплатных кемпингов почти, кроме на Рефугио Фрей. На Рефугио Фрей был бесплатный кемпинг. А в целом везде надо платить, и за одного человека, где колония Свиса, там за 10 тысяч песо человека, а так от 15. Вот мы заплатили, короче, почти $30 за кемпинг без всего, чтобы поставить свою палатку и так далее. А мы заплатили 58 тысяч песо. И у нас есть все: кухня, постель, у нас есть бассейн на улице. Я считаю, это круто. Особенно после долгого пути, реально то, что надо. Я представляю, как здесь зимой тоже вы покатались на лыжах, и вы такие идете в горячий бассейн, под открытым небом, смотрите на горы. Я думаю, это круто. Думаю, я изрядно вас утомила своими рассказами, поэтому с этого момента мы поехали в Сан-Карлос-де-Барилочи, в центр города, и очень быстро покажем вам, чем можно заняться там, куда мы сходили, и также в описании добавлю еще места, которые, если у вас есть время, будет здорово посетить в этом городе. Поехали! Мы приехали в центр города, это ратуша и, собственно, главная площадь, где находится памятник Хулио Рока, который устроил геноцид индейцев. И во всех городах Аргентины его памятник забросан красной краской. Но вид, конечно, здесь потрясающий. Посмотрите, это озеро, но очень ветрено, правда. Сам город достаточно маленький, вы его пройдете за один день уж точно. Советую пойти в Рапа-Нуи. Это культовое место с шоколадом, с невероятно вкусным мороженым разных вкусов. Вы просто будете в восторге. Очень сильно рекомендую. Там же вы можете поесть, попить, насладиться, купить сувениров. Я думаю, это must have, must visit place. Вот, сейчас я пробую афогато. Как всегда, это было очень вкусно. Также вы здесь можете покататься на коньках. Если вдруг вы истосковались по льду и снегу, за $30 ваша мечта осуществится. В целом город очень милый, красивый, много разных домиков, и обязательно все растут цветы, розы. Здесь очень любят. Мы приехали на Плаше Бониту. Это недалеко от центра города, поэтому мы сели на 50-й автобус и за 20 минут доехали. Получается, это то же самое озеро, что и в центре города, но здесь нет такого лютого ветра, потому что это немножко вот такой ограждено, как будто заводь небольшая, поэтому здесь нет ветра, и здесь люди купаются. А мы хотим какой-нибудь активный отдых себе
придумать. Я давно мечтала проехаться на каяках, а тут как раз-таки много разных фирм, которые это делают, поэтому пошли узнавать, сколько это стоит и возможно ли нам покататься сегодня. Короче, нам сказали, нужна одежда сменная, но у нас нет, поэтому я просто сняла штаны и все, собственно. Ну, думаю, должно быть прикольно. Сказали, намочимся. Марк сказал, окей, постараюсь не намочиться, но посмотрим. На солнце жарко, но я уверена, что в воде, если в ледяной воде намочишься, будет ледодрыга. Мы поехали кататься на каяках! Так круто, мне так нравится. Вообще класс. Ой-ой-ой, если я весло уроню, это будет очень плохо. Потому что никуда не нырять явно не будет. Ой-ой-ой, милая, далеко не заплывай. Глубоко, как будто здесь очень. Как ты там? Приходится немножко балансировать, потому что есть такая прям вероятность, как будто мы завалимся. Да? Оказывается, грести не так уж легко. Ой, мне кажется, мы далеко заплыли. Ну ты не греби одним веслом-то. Ой, это не озеро, он сказал, так нельзя. Мы же от берега вообще-то, берег. А берег суровый и тесный, как вспомнишь, так сердце болит. Товарищ, я вахте не в силах стоять. Сказал кочегар. Вот примерно так заканчивается наше путешествие. Надеюсь, что вам было интересно смотреть, это вас повеселило или, возможно, вдохновило вас на путешествие, или было полезно, если вы собираетесь ехать в Патагонию. Мы съели огромный хот-дог, насладились видами в последний раз перед отъездом и, конечно же, поели невероятную малину в шоколаде. Это тоже must try. Обязательно пробуйте перед отлетом. Ну все, ребят, до встречи в следующих видео. Спасибо, что смотрите это видео.